Слушай, а прикинь, что это просто все стимуляция, и этой жизни не существует, и это все просто игра, в которую зачем-то поставили играть, но кто, для чего, зачем, а главное, каким образом. Нам всегда кто-то что-то пытался доносить, каждый свою истину, но они все забыли, что вообще-то мы все живем первый раз на этой земле. И глупо говорить о том, что слушай старших, слушай их советы, слушай тех, слушай этих. А по факту эти люди могли всю жизнь прожить в нищете, в разрухе, далеко не в благости. То есть нас учат те, кто и сами-то не до конца разобрались, как жить. Сами они не знают. И от своего незнания, просто потому что они пожили дольше нашего, они пытаются нас научить. А с чего они взяли, что их опыт – это то же самое, что наш опыт? Ведь мы совсем выросли по-другому, совсем в других условиях, совсем в другой оболочке. Мы совсем другие люди. Мы не такие же. От того, что мы родились рядом с кем-то, не означает то, что мы то же самое. Не означает то, что в нас та же самая прошивка. Это вообще абсолютно ничего не значит. Почему личности, которые старше нас хотя бы на 10 лет, да на 20, да на 30, да на 40 лет, с чего они взяли, что они могут нам что-то доказать? Мы молодые, мы зумеры. Пусть мы тупые, пусть мы недалекие по их мнению, пусть мы поколение тиктоков. Пускай это так и будет. Но с чего они решили, что они могут нам потакать? С чего они решили, что мы должны их уважать и поклоняться им просто потому, что они коптят землю больше нашего? Я, безусловно, уважаю взрослых, я, безусловно, уважаю старших. Я, безусловно, даже человек на 10, на 20 лет меня старше, я, безусловно, обращаюсь к нему на «вы». Я проявляю уважение, но когда человек пересекает границу дозволенного, когда он позволяет себе лишнего, я не буду молчать. Я уже не тот маленький мальчик, который терпел и трясся, когда старшие пытались что-то донести, а ты стоишь, терпишь, ноги дрожат. Я уже не тот маленький ребеночек. Просто поймите суть. Каждый из нас творец своей жизни, кузнец своего счастья. И если человек зарабатывает больше, человек одевается круче, человек более спокоен, более аккуратный, это вовсе не значит, что нужно учить чему-то, потакать как-то. Это вообще неверный, в край неверный путь. Это вообще не то, что должно давать им карт-бланш на действия, давать им карт-бланш на то, чтобы диктовать мне, великовозрастному человеку. Да даже если ты человек, который уже достиг совершеннолетия, ты вправе делать свой личный выбор. Тебе никто не вправе говорить, как тебе одеваться, как тебе действовать, под каким наклоном тебе писать в свою тетрадь. Тебе никто не должен навязывать свое видение. Потому что мы не из одной обоймы, и мы разных калибров. Вот это единственное, что нужно понять в этой жизни. Опять же, даже вот вы меня сейчас слушаете, я конкретно вам ничего не навязываю. Я просто делюсь с вами своим мироощущением, мировоззрением. То, как я вижу это все, то, как я чувствую это все. И я не собираюсь поддаваться на их упреки, подкидываться на их хейт, подкидываться на их советы, подкидываться на их паттерны. У меня прямо сейчас своя прошивка. Она настроена, готова к работе еще с самого рождения. Да, безусловно, до совершеннолетия там
общество формирует нас, и мы особо ошибкой ничего не выбираем. Но достигнув совершеннолетия, ты вправе в свой же день рождения, в свой же совершеннолетие, вправе встать и пойти и творить то, что ты хочешь. И пойти тем путем, именно тем путем, которым ты хочешь, который тебе интересен и который именно тебя закаляет. То есть вовсе не надо идти по накатанному. Вот тебе сказали родители или кто еще-либо, что тебе нужно идти в тот-то институт, колледж, либо идти в 10, в 11, в 12 класс и получать то или иное образование. Нет. Ты конкретно можешь сам выбрать. Ну, по крайней мере, после 11 класса, когда тебе уже есть 18 лет, или уже близко к 18-летию, все. Ты реально вправе делать то, что тебе по кайфу. И просто осознай эту простую суть, простую истину, что ты творец своей судьбы. Ты. И никто, кроме тебя. К сожалению, есть люди ведомые, которые слушают друзей, слушают родных, слушают взрослых, старших, слушают свою вторую половинку, еще кого-либо слушают. И есть такие ведомые люди, которые слушают всех вокруг, кроме себя. И таким образом они, конечно же, попадают в плохие ситуации. Или в те ситуации, где бы они не хотели быть. И бывает такое, что человек просто заложник ситуации из-за того, что ему стрёмно сказать «нет». Ему стрёмно отказать. Но он будет терпеть из-за того, что просто кто-то, некий друг, так называемый, обидится. И вдруг он обидится, а я как откажу? А нужно уметь говорить, как раз таки, уметь говорить твердо и четко слово «нет». Все, ты сказал один раз слово «нет», и твое слово закон. И пусть тебя пробуют переубеждать хоть 1000 раз. Стой на своем. Сказал «нет», значит «нет». Да, значит «да». Нет, значит «нет». Все. Ни туда и ни сюда. Никаких компромиссов, никаких «ну, я подумаю», «ну». Без «ну». Просто твердо и четко сказал «нет». Все. До свидания. Нет. И в таком случае ты станешь реально полноценной личностью. Умение четко говорить «нет» в этой жизни – это очень нужный навык. Это говорить «нет». Потому что даже я сколько раз в жизни в ситуациях бывал, где ты просто говоришь из уважения «да, хорошо, там, помогу», «да, хорошо, приду», «да, хорошо», но при этом ты откладываешь свои планы, или ты, может, хотел просто поваляться, отдохнуть, но ты тупо идешь из уважения некого. Да нет, уважение как раз-таки заключается в том, что человек уважает твой выбор, твое мнение. Если ты говоришь «нет», то он твердо, четко, мужественно, человечно, по-взрослому понимает, входит в твое положение и не брыкается. Не говорит тебе там какой ты плохой, какой ты отстой, кринж, что ты отказался. А ты отказался не просто так, ты отказался просто потому, что тебе не хочется, либо ты занят своим делом, либо что-то еще. И пусть твое слово всегда имеет вес. Не нужно показывать, что ты сомневаешься, или думать вслух, просто говоришь да, нет. Вот все, тебе человек спросил, сможешь что-то, то-то. Ты немножко помолчал, секунды, 2-3, четко прикинул в голове, сможешь, не сможешь, действительно. И принесет ли тебе это какой-то импакт. Мы живем в таком моменте, что время очень ценно. И тебе нужно прикинуть сразу. И ты говоришь «нет». И не оправдываешься там, мне надо то, не надо то. Просто говоришь «нет». Не надо придумывать что-то, какую-то ложь. Просто твердо, четко один раз сказал «нет». Человек все понял. Пусть тебя называют злым, пусть тебя называют жестким, пусть тебя называют каким-то неприветливым, негостеприимным, еще что-то. А ты просто отстаиваешь свою позицию и учишь также окружающих вокруг делать то же самое. Они смотрят на тебя и понимают, что да, вот реально красава, молодец. Не боится свою позицию твердо, четко прояснить, не боится подойти, поговорить, не боится подойти, высказать все в лицо, как и что думает, конечно же, в цензурном ключе, желательно.
И, может быть, ты кого-то вдохновишь точно так же. Быть более мужественным, быть более интересным и со своим стержнем, со своим характером. Но иначе тебе просто-напросто сядет на шею. А тебе оно нужно? До 100% тебе это не нужно. Ты же личность, ты же творец, ты же человек. И речь во всем этом вещании моем, это относится не только к мужчинам, это относится также и к девушкам. Это относится ко всем. Если ты личность, то ты личность. Ты можешь быть просто обычным нормисом, но у нормисов тоже должен быть свой характер. У нормисов тоже должен быть свой стержень. У нормисов тоже должно быть свое мнение. Нормисы вперед. Ха-ха. И тебе не нужно ничего придумывать. Ты ничего нового не создаешь. Я ничего нового не говорю. Я лишь просто вещаю то, что на моей душе. И если тебе реально интересно это все, то просто дай мне знать в комментариях. Напиши, что думаешь по этому поводу. Потому что мне реально интересно. Это все я записываю, пока жду электричку до дома. Просто все, что я хочу до вас донести, чтобы вы отстаивали свои личные границы. И честно, неважно, кто этот человек, перед кем вы их отстаиваете. Вы должны отстаивать их, начиная со своего круга общения. То есть вы можете подумать, что окей, я буду отстаивать свои личные границы, но по отношению к чужим людям нет. Надо отстаивать их по отношению ко всем людям. Иначе люди потом просто сядут вам на шею, повторюсь, и тогда в этом толку мало будет. Делать только то, что вам реально будет комфортно, или реально, если человек оказался в плохой ситуации, ему нужно помочь. В такой ситуации, конечно же, безусловно, нужно помогать, проявлять мужество там, где оно уместно, и там, где это не вредит вашему собственному комфорту. Пишите обратную связь, как вам данный посыл, что думаете по этому поводу. А я вас всех благодарю за прослушивание. С вами был я, Димдект. Слушайте мои треки по ссылке в описании. Смотрите мои видосы, заходите на стримы, они проходят на этом канале. YouTube Димдект, Twitch Димдект, ВК Видео Лайф Димдект. И поэтому залетайте, не стесняйтесь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всех обнял, всех люблю. Дос.